Так, значит, я продолжаю обзор мода Red Power 2. Сейчас я расскажу про трубы для транспортировки ресурсов, которые есть в этом моде. Вот. В этом моде есть, значит, трубы для транспортировки, так скажем, твердых вещей, да, ресурсов. Еще есть для транспортировки жидкостей. Но жидкости я не буду рассматривать, потому что, на мой взгляд, там особо смысла как бы они не несут какого-то, они не очень удобные. Вот, в отличие, например, от труб жидкостных из билдкрафта. Вот, или, ну да, там, или, например, из Thermal Expansion, да. То есть здесь они, жидкие трубы, они неудобные. А вот пневматические, они просто пушка. Потому что, в отличие от билдкрафтовских труб, предметы из них никогда не выпадают. Вот. Здесь я уже как бы сооружал вот их, соответственно, что для их крафта необходимо. Для этого нужно слиток латуни и стекло. Все. Дальше вот эти трубы соединяются, как правило, там между сундуками, между механизмами. Вот я там чуть позже покажу систему. Вот. Еще более крутая вещь – это магнитные трубы. Но они обязательно идут в связке с ускорителями. В магнитных трубах ресурсы перемещаются намного быстрее по сравнению с пневматическими трубами. Вот, с помощью ускорителей. Однако ускорители уже требуют подпитки Blue энергии из этого мода. Если вам интересно, как это работает, там можете у меня на канале найти видео про заводы, которые я строил на этом моде. И там прекрасно продемонстрировано, как вот эти штуки работают. Так, теперь, значит, перейдем к механизмам. Вот первую группу, которую я выделил. Но это в каком-то смысле они имеют очень похожее предназначение. В основном они вытаскивают ресурсы из сундуков и куда-нибудь их направляют. Вот. Первый, значит, самый простой, это у нас транспортер, самый примитивный. Его предназначение просто в том, чтобы по сигналу красного камня из какой-нибудь емкости, например, сундука, выплевывать предметы. Вот я подаю ему сигнал красного камня рычагом, и он выплевывает одну доску, например. Следующий, значит, механизм — это фильтр. Так. Значит, фильтр чуть-чуть более продвинутый механизм по сравнению с транспортером. Ну, логика та же. Подаем красный сигнал, ресурс он выплевывает. Ну, например, вот плита у нас, нажмем, все. В чем его отличие? Отличие в том, что здесь вот есть такая, значит, такая кнопочка, по которой мы можем настраивать цвет. Допустим, куда, в какую трубу можем передавать. У нас вот эти пневматические трубы, их можно красить, допустим, там белый, синий, красный там и так далее. И в определенную трубу можно там определенный ресурс направлять. Удобно. Еще в чем отличие? То, что он, по идее, должен выплевывать сразу весь предмет целиком. Вот, все содержимое. Сразу плюнул. Вот, если этот по одному, этот сразу большим количеством выплевывает. Так. Далее, значит, дальше. Это сортировщик. Очень крутая вещь, очень мощная. На сервере постоянно используется. Значит, в чем фишка? Еще раз покажу его крафт. Он крафтится из фильтра. Кстати говоря, фильтр вот из поршня, красной платы и вот таких ванильных ресурсов. Так, фишка его в том, во-первых, что он потребляет уже блю-электричество. Если вот эти механизмы не требуют никакой энергии, им достаточно просто передавать сигнал красного камня. Причем этот сигнал можно не обязательно передавать такими вот как бы импульсами, да, как бы с помощью рычага, например. Можно, например, поставить таймер. В этом моде есть таймер прикольный, который вот выставляешь на определенный интервал, скажем, раз в секунду, раз в 3, раз в 10 секунд. И он будет периодически вот эти ресурсы вытаскивать с какой-нибудь там, не знаю, с каким-то интервалом. Здесь, в принципе, та же логика. Можно также запитать его электричеством, электричеством. И, соответственно, либо по сигналу таймера он будет выплевывать ресурсы, либо мы можем просто ему сказать,
вот здесь вот переключить с этого режима, допустим, на вот этот. Вот, и он сам будет вытягивать эти ресурсы. Вот мы кладем сюда раз, и он выплюнул. То есть, если сюда какие-то ресурсы попадают, он будет их вытягивать, пока здесь включен вот этот режим. Вот, это удобно, если мы какую-то переработку, например, используем, как промежуточный сундук. Все, и дальше мы, соответственно, если ему есть куда толкать, да, если там, допустим, сзади него какой-то сундук пустой, он может туда выталкивать. Вот. Так, ну и последний, значит, прибор из этой группы. Последний механизм. Супер мощный менеджер. Вот. И, значит, это очень классный прибор. Я сейчас покажу его логику. Так, ну хотя, наверное, я даже вот для этого прибора сниму отдельное видео. Давайте это в следующем видео сделаю.